Привет, друзья! Татьяна Анатольевна Тарасова, выдающийся наставник, консультант Федерации фигурного катания России, дочь легендарного отца русского хоккея Анатолия Тарасова. Являясь одним из лучших специалистов в своей области, Татьяна Анатольевна воспитала наибольшее в мировой истории фигурного катания число олимпийских чемпионов. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Татьяна Тарасова и сколько она зарабатывает. Будущая знаменитость появилась на свет 13 февраля 1947 года в спортивной семье из Москвы. Ее отец Анатолий Владимирович – хоккеист, футболист и тренер. Возглавляемая им сборная страны 9 лет подряд была бессменным победителем международных соревнований. Мама Нина Григорьевна, как и муж, окончившая высшую школу тренеров, преподавала детям физкультуру. С 64 по 66 год Тарасова успешно выступала в паре с Григорием Проскуриным. На чемпионате СССР в 1964 году они заняли 3-е место, через год стали вторыми, а в 1966 году победили на зимней универсиаде международных соревнований среди студентов. Но век Татьяны Анатольевны как спортсменки был до обидного недолгим. Полученная вскоре травма руки не позволила ей продолжить выступление в качестве фигуристки. Отец заставил Татьяну идти к ним на каток, набирать детскую группу и тренировать их. И таким образом подарил дочери путевку в жизнь. Позже в 1974 году она стала студенткой Института физкультуры. В 1975 году ей присвоили почетное звание заслуженного тренера страны, но только добившись в 1992 году триумфа своих подопечных в очередной, 3-й по счету Олимпиаде, она получила признание и отца, наконец назвавшего ее коллегой. Подопечные Татьяны Анатольевны завоевали 7 золотых олимпийских медалей в соревнованиях по фигурному катанию, а также более 40 наград высшей пробы на чемпионатах Европы и мира. Татьяну Тарасову называют человеком, одержимым профессией. Самое сложное в фигурном катании, признается она, подобрать музыку. Эти 4 минуты музыки, которые должны потрясти всех, изумить душу тебе и твоему ученику. Потому что музыка первична, а программа, которую следует откатать, вторична. В 1983 году Тарасова основала ледовый театр «Все звезды». Там она работала над постановкой масштабных спектаклей на льду с известными фигуристами и в качестве балетмейстера, исполнив свою давнюю мечту и как режиссера, и как тренера. Проект просуществовал в течение 14 лет. Группа демонстрировала свое искусство всему миру, выступая в Австралии, Великобритании, в знаменитом спорткомплексе Мэдисон Сквер Гарден, США. Их репертуар состоял из классических произведений «Вестсайдская история», «Щелкунчик», «Кабаре», «Золушка». В конце 2005 года Татьяна Тарасова смогла вернуться в Россию из Америки. Продолжая тренерскую деятельность, она возглавляла жюри проектов «Звезды на льду», «Ледниковый период». Легендарный тренер была 3 раза замужем. Вначале, в течение 2 лет, ее спутником жизни был актер Алексей Самойлов. Он работал в театре «Современник» и был сыном известного народного артиста Евгения Самойлова. Хотя пара рассталась, но они до сих пор поддерживают теплые отношения. Вторым супругом Татьяны стал спортсмен Василий Хоменков. Они познакомились в начале ее тренерской карьеры. В 1976 году он трагически ушел из жизни, поэтому Тарасова не очень любит рассказывать о муже. Личная жизнь фигуристки изменилась в конце 1978 года, после знакомства с пианистом Владимиром Крайневым. У Татьяны была хорошая подруга Евгения. Спортсменка часто приходила в гости к приятельнице. Там она и встретилась с Крайневым. Владимир предложил Татьяне подвезти ее на работу. Спустя 9 дней после знакомства музыкант и спортсменка стали жить вместе, а потом и поженились. На тот момент Тарасовой был 31 год. Супруги прожили вместе в течение 33 лет. Владимир очень поддерживал Татьяну в ее работе, помогал с постановками и программами для соревнований. Он верил в нее и старался дать ей полную поддержку в ее деятельности. Владимир умер после тяжелой болезни весной 2011 года. Большую часть жизни заслуженный тренер провела в окружении детей. У нее много юных подопечных. Однако самой познать прелести материнства ей так и не пришлось. Назвать точные причины, почему у фигуристки нету ни сына, ни дочери, довольно сложно. Вероятно, женщина всю жизнь посвятила карьере и спорту, а потому на рождение наследников у нее просто не осталось времени.
В 2011 году Татьяна Анатольевна представила зрителям грандиозное ледовое представление «Спящая красавица», которое посвятила памяти мужа. Спортивная знаменитость возглавляет судейскую коллегию ледовых периодов Кубка профессионалов, вышедшего накануне Олимпиады в Сочи, где встречались сборные команды России и мира. Татьяна Тарасова признается, что ее родители всю жизнь прожили в двухкомнатной квартире, несмотря на то, что отец был великим хоккейным тренером. Он просто не задумывался об улучшении жилищных условий и считал, что не стоит отвлекаться на такие вещи. У Татьяны Анатольевны есть небольшая квартира в Москве, и долгое время Тарасова жила в ней. После возвращения из Америки она решила построить загородный дом. Дом Татьяны Анатольевны расположен в подмосковном поселке Загорянский, который находится на Новорижском шоссе. Тарасова сама принимала участие в строительстве двухэтажного особняка. В особняке много фотографий и картин. Часть из них расположены не внутри, а на открытой террасе. Так было задумано специально. Этот вариант оформления стал необычным дизайнерским решением. Просторная гостиная на первом этаже обустроена встроенными нишами, в которых размещается богатая коллекция фарфора. Для очень ценных фарфоровых изделий установлен специальный шкаф. Интерьер комнат выполнен в разных стилях, но все помещения светлые, просторные. Кабинет хозяйки расположен на втором этаже, а гостиная и спальня на первом. Роскошное изголовье кровати в спальне сделано на заказ в столярной мастерской, платяной шкаф из массива дуба. Из этой же коллекции тумба по телевизор и столешница из мрамора. Тумба дополнительно украшена резным позолоченным декором. На стенах панно с изображением хозяйки дома. Настольные лампы словно погружают в атмосферу Франции 15 века. В загородном доме Тарасова живет одна, но она часто принимает у себя друзей, для них она обустроила гостевые спальни. Чаще всего у заслуженного тренера бывает племянник Алексей, его жена Алена и их двое сыновей – Матвей и Федор. Татьяна Анатольевна из тех людей, кто знает себе цену и попусту не станет тратить свое драгоценное время. И пока другие артисты рвутся любой ценой попасть на Первый канал, заслуженный тренер всея танцев со звездами снимается только за очень большие гонорары. Есть такое выражение – не в службу, а в дружбу. Так Тарасову это не касается, даже по дружбе давать скидку она не готова. Татьяна Анатольевна запросила солидную сумму за съемки в новогоднем шоу. Данное удовольствие вылилось Первому каналу в очень круглую сумму, если быть точнее, 6 миллионов рублей. После потребовалась досъемка новогоднего ролика, однако Татьяна не растерялась и вновь назвала сумму в несколько впечатляющих нулей. Она столько трудилась и добилась признания и уважения народа. Это великий человек, на котором наши спортсмены выезжают и первые места занимают. Татьяна Анатольевна имеет право называть свою солидную цену. А если Эрнста не устраивает, пусть найдет другого заслуженного тренера, готового работать за копейки, пишут фанаты заслуженного тренера. Друзья, давайте пожелаем Татьяне Анатольевне много сил, терпения и неустанного движения к заветной цели. Пусть удача всегда улыбается, здоровье никогда не подводит, а счастье переполняет сердце. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока.